Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на любые вопросы. Есть инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Ну и как всегда, все зависит от вас. Вы хозяин своей жизни. Вы хозяин своих мыслей, эмоций, действий, и, соответственно, то, на чем вы концентрируетесь сегодня, завтра станет вашей реальностью. Всегда помните об этом, и всегда у вас есть выбор. Даже если кажется, что выбора нет, он всегда есть. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, самое-самое важное, самое основное, коротко, по той простой причине, что я выпускаю каждый день карту дня, которая объясняет, на что обращать внимание каждый день. Ну и, конечно, каждый день выходят видео на разные темы, где вы можете найти ответы на ваши вопросы. Сейчас стихия Земля. Знаки зодиака Тельцы, Девы и Козероги. Ну и, как всегда, помните про акцендент. Он влияет на ваше состояние, на ваше восприятие. Соответственно, я всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Ну а также, кто досмотрит видео до конца, будет 3 карты на исполнение желаний и дополнительные советы. Поэтому загадывайте к концу видео ваше желание, и мы посмотрим. Как всегда, по одной карте на каждый знак зодиака и, соответственно, общий совет для стихии. Начинаем с Тельцов. На что обратить внимание в ближайшую неделю? Обратите внимание, будет, образно говоря, манна падать с небес. Опять же, все зависит от вашего настроя и от вашего принятия. Есть возможность сделать прорыв финансовый в ближайшую неделю, который принесет вам материальное благополучие на как минимум 10 месяцев, если вы ничего не будете делать. А если вы еще и будете что-то делать, значит, ваша белая полоса будет длиться так долго, как вы этого захотите. Помните, выбор-то все равно ваш. Идет улучшение межличностных отношений. Для тех, кто ждет предложение руки и сердца для девочек, возможно, это произойдет в ближайшую неделю. Ну, а для тех, кто уже получил это предложение, скорее всего, или уже идет полным ходом, или начнется подготовка к свадьбе. Также вижу здесь подготовку к каким-то празднованиям, каким-то встречам. Но не деловым встречам, а именно это что-то, какая-то дата круглая, юбилей, и это может быть и годовщина свадьбы для некоторых это может быть какая-то дата очень важная, которую вы будете праздновать, и вот ближайшая неделя – это подготовка к этому празднованию. Для тех, кого интересует здоровье, смотрите, может такое произойти, что придется обратиться к платному врачу. Он не будет очень дешевым, но результат вас порадует. И лечение, и диагноз будут поставлены быстро, и, соответственно, выздоровление придет быстро. Для тех, кто сейчас еще неважно себя чувствует, но уже побывал у врача, ближайшая неделя идет улучшение вашего здоровья. Вот основное, что идет. Ну, а обратить внимание надо на свое состояние и на принятие
того, что идет к вам, а идет прекрасное, хорошее и счастливое. Дело. Ваша неделя будет полна действий, полна работы, полна вот каких-то движений. Очень-очень много движений будет. И, соответственно, чем увереннее вы будете двигаться, тем лучший результат вы получите. Встречи, смотрите, встречи нас всегда ожидают, мы всегда с кем-то встречаемся, работа, бизнес, дом, знакомые, друзья. Когда выпадает карта двора, как на что обратить внимание, это говорит о том, что одна из встреч будет важна для вас. Это женщина старше 45, рыжеватый цвет волос, светлые глаза, женщина открытая, женщина яркая, женщина успешная. Поэтому смотрите, какой-то для некоторых из вас это актуально, что если нужна какая-то помощь, то вот встреча с такой женщиной может помочь вам по разным вопросам. Это может касаться как работы, карьеры, бизнеса, это может касаться межличностных отношений, это может быть какой-то консультант или психолог по межличностным отношениям, но и также это может касаться здоровья, эта женщина может быть и врачом. Скорее всего, вы ее не знаете на данный момент, а по мере надобности вы вот такую женщину найдете и, соответственно, получите от нее помощь. Для мальчиков это также может быть новое знакомство. Женщина старше 45 лет, это королева. Если вы, мальчики, старше 45 лет, то женщина будет ваша ровесница, может быть, на год старше. Если вы младше 45, женщина будет однозначно старше вас. Я всегда говорю, что возраст – это только номер в паспорте и ваше ощущение жизни. Я знаю людей, которые в 30 лет, можно сказать, пожилые, а знаю людей, которым по 80 лет, и они еще молоды. Все же зависит, как всегда, от вас. Старайтесь избегать стресса в ближайшую неделю. Стресс ослабит вашу иммунную систему, и могут быть какие-то простудные заболевания. Избежать этого возможно, избегая стресса. Легче относитесь к жизни и к ситуациям. По крайней мере, так говорит карта на ближайшую неделю. Козероги. На что вам обратить внимание в ближайшую неделю? Обратите внимание на ваше окружение. Будет очень много важных для вас встреч, и некоторые из которых будут успешными, а будут встречи, которые пройдут, и не будет никакого результата. Поэтому я сказала, присматривайтесь к своему окружению и анализируйте, что стоит, а что не стоит делать. Перед вами будет стоять выбор, а выбор этот будет между двумя людьми. Это может быть как для личных отношений между двумя партнерами или двумя партнершами. Также это может быть в бизнесе между двумя партнерами выбор. Может быть выбор врача. Вот у вас будет два врача, к которым вы можете обратиться, если дело касается здоровья. И тут у вас станет выбрать. Выбирайте интуицией, выбирайте своим внутренним состоянием. Если при мысли о человеке у вас возникает какой-то дискомфорт, соответственно, было бы здорово не выбирать этого человека. И основное, на что обратить внимание, наверное, я уже повторяюсь, это действительно люди, которые находятся в вашем окружении. Может быть, проанализировать, кому доверять, кому нет,
И опять же, это не значит, что нужно ссориться, это не значит, что нужно скандалить. Просто если чувствуете, что человеку с вами не по пути, вы отходите от человека, желая человеку всего самого лучшего. Скандал, раздражение, злость никогда не помогают. Даже если, когда у вас есть, вот бывает такое состояние, я говорю, бейте подушку или идите в фитнес-клуб, грушу бейте. Выкиньте из себя вот это раздражение и злобу, и только тогда вы можете четко увидеть, кто есть кто и что же делать дальше. Ну что, теперь совет общий для стихии Земля, на что обратить внимание. Для всех могу сказать, принимайте то, что идет к вам. Идут изменения к улучшению, и это для всех знаков зодиака стихии Земля. Идет ваша неделя, ваша энергия. Вот у Дев немножко будет, конечно, все быстрее, чем вы привыкли. Вы привыкли все с чувством, с толком, с расстановкой и не спеша. А тут придется Девам немножечко спешить, быстрее двигаться, чем вы к этому привыкли, вы этого любите. Но для всей стихии идут те изменения. Вот тут я говорила для тельцов предложение руки и сердца, смена статуса у девочек может быть, а значит вы можете стать невестой, ну и соответственно так далее, и женой. Также, опять же, повторяюсь, улучшение межличностных отношений, а здесь при правильном выборе тоже идет улучшение. Хорошая у вас идет неделя, и если говорить о совете на всю неделю, именно для всей стихии, идет именно комфортная для вас неделя. Ну что, загадывайте желание, и мы посмотрим, что же с ними произойдет, исполнится, не исполнится. Ну, вы знаете, что для меня не существует нет. Да, есть карты нет. Нет, это значит, надо что-то изменить для того, чтобы было да. И тогда у нас идет как совет, и есть несколько вариантов, почему нет. Ну что, тельцы, вас ждут счастливые перемены. Это только подтверждает карту недели и говорит о том, что желание, которое вы сейчас загадали, исполнится. Даже если не в ближайшую неделю, то в ближайшее время. Тут я почему-то ощущаю по тельцам, вы боитесь принимать. У некоторых из вас я чувствую страх принятия. А это очень важно, уметь принимать счастье и радоваться ему, и не бояться радоваться счастью. И есть возможность, все же зависит от вас, есть возможность жить в постоянной белой полосе. Все же зависит от того, как вы относитесь к людям, событиям и вещам. Девы, я хочу сказать, вот я вижу, что эта карта говорит о восстановлении. Для того, чтобы ваше желание исполнилось, вам все-таки надо войти в определенный ритм и что-то сделать для исполнения желаний, а восстановление ждет тех, кого интересует здоровье, и только после восстановления ваше желание, может быть, для некоторых из вас выздоровление и есть желанием, поэтому ждет вас восстановление и выздоровление, и желание ваше исполнится. Для всех остальных все-таки проанализируйте формулировку, ваше ли это желание, и что вы хотите чувствовать, когда вы уже получите ваше желание, а это вот восстановление тоже, поэтому проанализируйте, и ваше желание тогда тоже исполнится. Козероги,
Будьте настойчивы. Будьте настойчивы, не останавливайтесь на полпути. Всегда идите до конца, и ваше желание исполнится. Вот такая неделя. Я желаю вам, конечно же, как всегда, счастья по умолчанию. Счастье по умолчанию включает в себя все. Коротко и обо всем. На сегодня все. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока.